Исторически сложилось так, что компания Google является мировым гигантом на многих рынках. Она всегда ассоциируется с нечто революционным, надежным и правильным. Компания Google мне все время симпатизировала, но не так давно я узнал несколько негативных фактов, которые кардинально поменяли мое к ней отношение. По крайней мере на рынке смартфонов и операционных систем. Я являюсь безмерно счастливым обладателем телефона от Meizu, а конкретно модели M3s. Хожу я с ним уже более 2 лет, и примерно с неделю назад я его немного разбил. При весьма забавных обстоятельствах, но это уже не столь важно. Спустя несколько дней я начал замечать дикие лаги. Телефон начал очень сильно нагреваться, находясь в пассивном состоянии. Все приложения закрыты, он просто лежит и сам по себе нагревается. Может вообще зайти в музыку и включить какой-либо трек. Я подумал, видать, неплохо он упал. Возможно, повредились какие-то сенсоры, модуль охлаждения или что-либо еще. В момент отчаяния я даже сбросил систему до заводских настроек, но это мне не помогло. Нести в ремонт я не горел желанием, ибо траты на диагностику, плюс замена модулей, плюс починка стекла, плюс потраченное время. Я решил просто купить новый телефон от Meizu. За день до покупки мне написал знакомый. У него такая же модель и точно такая же проблема. Лаги, фризы, перегрев. Он сказал, что проблема такая абсолютно у всех обладателей данного смартфона. И тут я понял, что дело явно не в том, что он упал. Парень мне посоветовал удалить все приложения и сервисы, связанные с Google. Я еще подумал, что за бред. У Meizu и Google были разногласия, но они их вроде как и уже решили. Черт бы с ним. Я удалил YouTube, Play Market, клавиатуру и абсолютно все Google сервисы. Я был ошеломлен, но с этого момента, спустя несколько дней, телефон работал отлично, как и прежде. Возможно, у Google полетели какие-то сервера, но что-то мне подсказывает, что они в очередной раз просто закозлились. Хочу напомнить одну ситуацию, которая для некоторых будет даже в новинку. Многие заметили, что на последних телефонах от Meizu пропала кнопка «Домой». Не так давно компания Google поставила ультиматум для Meizu. Или вы убираете кнопку с лицевой панели смартфона к хуям собачьим, или ваши смартфоны не будут поддерживать Google сервисы. У ребят из Meizu просто не было вариантов. Компания Meizu вне стен Китая не настолько популярна, чтобы их смартфоны функционировали сами по себе. Вряд ли кто-то захочет покупать телефон не на голом андроиде, да еще и без поддержки Google сервисов. Насколько сильно компания Google хочет самоутвердиться за счет небольших компаний? Это напоминает СНГ-систему налогообложения для небольших предприятий. За счет налогов они работают себе в убыток и в итоге разоряются. С компанией Meizu вряд ли такое случится, но печалит тот факт, что они вынуждены пренебрегать своими наработками и интересами в угоду прихотям Google. А еще ребятки из Google любят ставить другие ультиматумы. Они не позволяют пройти сертификацию ни одному смартфону на андроиде, если по умолчанию поисковой системой будет установлен Яндекс. Это относится и к приложениям. Парни из Яндекс даже судили с ними по этому поводу, и была довольно большая шумиха. Компания Google конфликтовала с IBM, Microsoft, Apple, а в итоге стала тем, кого всегда презирала.